Друзья, всем привет! Сегодня у меня праздничное настроение, праздничный торт, который вы так давно ждали. Торт Шварцвальд или Черный лес. Родился этот торт в начале прошлого века. Я настоятельно рекомендую вам его приготовить. Ну что, начинаем? Приготовим шоколадный бисквит. Для него нам понадобится 220 граммов яйца, 150 граммов сахара, 110 граммов муки, 35 граммов кукурузного крахмала, 35 граммов какао-порошка и 7 граммов разрыхлителя. Для начала включим духовку на 170 градусов с обдувом. В дежу, чашу комбайна, отправляем яйца. Сюда же сахар. И взбиваем на протяжении 5 минут до пышной красивой массы. Вот такой волшебный, красивый торт у нас получился. И, конечно же, к нему хочется что-то такое необычное. Так вот, друзья, я вас уже знакомила с моим любимым натуральным чаем высшего сорта Лаваре. Все мы привыкли заваривать чай по-разному, можно сказать, под настроение. Но у меня для вас есть советы, основные тонкости и нюансы от Лаваре, ведь они эксперты в чае. Чай всегда нужно пить свежезаваренным. Очень важно время заваривания, оно указывается на упаковке. Очень люблю наблюдать за этим процессом, как же красиво раскрываются крупные ингредиенты при заваривании чая. Самое лучшее сочетание чая и десерта «Черный лес» – это Wild Berry. Черный чай с вишней, кусочками ягод и лепестками роз. Пробуйте и наслаждайтесь. Масса прекрасно взбилась, увеличилась, как вы видите, наверное, раза в 4 в объеме. Соединяем сухие ингредиенты. Это мука, разрыхлитель, кукурузный крахмал и какао-порошок. Перемешиваю венчиком. Небольшими порциями, используя сито, добавляем к яйцам с сахаром сухие ингредиенты. Возьму большую лопатку и аккуратно, деликатно вымешиваю, стараюсь сохранить воздушность. Нам, конечно, еще разрыхлитель очень поможет сделать бисквит воздушным и пышным, но, тем не менее, при вымешивании все равно стараюсь максимально наполнить массу воздухом. Раструшиваю из-под низа сухие ингредиенты по поверхности. Противень. Форма диаметром 16 сантиметров. Делаем дно в форме. Оп. И выливаем наше тесто. Отправляем противень в разогретую до 170 градусов духовку приблизительно на 30-35 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. Бисквит провел в духовке 35 минут, он уже готов. Достаем. Теперь нам нужно дождаться, пока бисквит полностью остынет. А пока мы можем заняться приготовлением вишни и сиропа для пропитки. Для приготовления вишни в ликере и сиропа пропитки нам понадобится 300 граммов вишни, я использую замороженную вишню, 50 миллилитров воды, 80 граммов сахара и 100 миллилитров вишневого ликера. Вишня у меня разморозилась, и вот здесь у нее сок на дне. Я его отправляю тоже в сотейник. Сюда же отправляем воду, сахар, перемешиваем и провариваем на среднем огне около 15-20 минут. Вишня проварилась минут 15. Теперь я добавляю к ней ликер и варю еще буквально несколько минут. Если этот торт будут есть дети, то тогда ликер можно не добавлять, можно разбавить небольшим количеством воды или же добавить ликер на самом начальном этапе, когда у вас вишня только начинает вариться. Отправляю сюда ликер и варю еще несколько минут. Теперь нужно процедить, но не в раковину, подставьте какую-то мисочку, вам сироп пригодится. Вишня стекает и остывает, и сироп тоже должен охладиться.
Приготовим сливочный крем. Для него нам понадобится 150 мл сливок, первая часть, 350 мл сливок, вторая часть, жирность не менее 30%, 150 граммов маскарпоне, 4 грамма желатина, 20 мл воды и 100 граммов сахарной пудры. Берем желатин и воду. Желатин я использую сила геля 200 Bloom. Замачиваем водой комнатной температуры. Перемешали и отставляем желатин с водой буквально на 15 минут для того, чтобы он набух. Кстати, такую желатиновую массу вы можете приготовить заранее, если у вас там большие объемы. И каждый раз, чтобы не замачивать, такая желатиновая масса может простоять в холодильнике до 3 суток. Берем сливки первую часть, 150 мл, отправляем в мерный стакан. Прогреваем сливки. Сливки не должны кипеть. Прогреваем просто, чтобы они стали горячими. Можно воспользоваться микроволновкой буквально 30-40 секунд или прогреть в сотейнике на плите. Я воспользуюсь микроволновкой. Сливки горячие. Желатин набух. Отправляем его к сливкам горячим. Напомню, сливки должны быть горячими для того, чтобы растопить нам желатин, чтобы желатин разошелся в сливках. А вот я не уверена, насколько горячие у меня были сливки. Я могу просто на 10 секунд отправить сливки уже с желатином в микроволновку, чтобы убедиться, что весь желатин точно разошелся. Оп. Теперь желатин точно разошелся. Отправляем в сливки сахарную пудру, перемешиваем. Сюда же отправляем маскарпоне и вторую часть сливок, уже холодных. Пробиваем погружным блендером до однородной консистенции. Готово. Пленка в контакт и убираем в холодильник минимум на 6 часов, для того, чтобы желатин стабилизировался. Крем простоял в холодильнике 6 часов, желатин стабилизировался, теперь нам нужно эти сливки с маскарпоне взбить. Перекладываем в чашу комбайна. Если просто взбить сливки с маскарпоне, в принципе, форму он будет держать, но не так хорошо, как вот такой на желатине. Поэтому очень рекомендую. Взбиваем до мягких пиков. Я взбила крем до мягких пиков и отправляю крем в кондитерский мешок без насадки. Но не весь. Буквально 1/4 крема оставляю. Мы взобьем его чуть плотнее и будем декорировать наш торт. Пока можно просто переложить его в миску, накрою пленкой и уберу пока в холодильник. А у нас все готово для того, чтобы собрать торт «Черный лес». Бисквит, сироп для пропитки, вишня в ликере и сливочный крем. Снимаем фольгу. Нож тоненький вот так между формой и бисквитом. Потихонечку прорезаем. Оп. Есть. Верхнюю часть я срежу. Разрезаем бисквит на 3 коржа. Используем нож хлебный, вот такой нож-пилка. Презентационная тарелка. Будем сразу на ней собирать торт. Здесь у меня кольцо, диаметр уже на несколько сантиметров больше, чем бисквит. То есть бисквит был 16, а финальный торт наш будет диаметр 18 сантиметров. Бордюрная пленка, она же ацетатная. Срезаем носик. Отсаживаем по краю, так прям под форму. Такой бортик. Бисквит. Отправляем на дно формы. Сироп пропитка остывший. Пропитываем.
Выкладываем крем. Так, по спирали. Снова делаем бортик. Вишня. Вкладываем ее так в крем. С вишней всегда нужно быть осторожными. Если есть время, можно вишню перед приготовлением перебрать, чтобы не допустить попадания косточек. Если вы на производстве, конечно, на данном этапе вы одеваете перчатки и собираете изделия. Поскольку я готовлю для себя, для своей семьи, я перчатки в данном случае не одеваю. Так. Второй бисквит. Снова сироп пропитка. Второй слой крема. Так, остаток сейчас сюда наверх. И вот так шпателем от центра к краю заглаживаем. Итак, торт собран, убираем его в холодильник еще буквально на 1 час. Торт простоял в холодильнике еще 1 час. Крем стабилизировался, теперь мы снимаем кольцо. Тот остаток крема, который был, я еще дополнительно добила, скажем так, практически до устойчивых пиков. Взяла насадку, вот такую насадочку лепесток. В принципе, насадка может быть любая, мне нравится вот такая. И отсаживаю крем хаотично. Есть. У меня на YouTube-канале вы найдете видеоурок по приготовлению, вообще по темперированию шоколада и по приготовлению шоколадного декора. Так вот, там есть такой декор, шоколадные пластины, когда мы заливаем шоколад между двух таких гитарных листов, между двух пленок. Я накрутила эту пленку на скалку и оставила стабилизироваться. Ох, разлетелся. Аккуратненько снимаю. Это будет кора. Здесь есть такие черные вкрапления. Это я перед тем, как налить шоколад на гитарный лист, я притрусила какао-порошком. В видеоуроке все это вы найдете. Шоколадный декор. Конечно, когда есть свежая вишня, очень хорошо, можно задекорировать, но когда такой вишенки нет, я использую либо клюкву вяленую, либо вишню и немного какао. Это очень праздничный, очень нарядный и вкусный торт. Я просто настаиваю на том, чтобы вы его приготовили. Обязательно сделайте это. Друзья, а больше рецептов, сладких или соленых, вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, также на моем сайте и на моих мастер-классах. А также комментируйте и не забывайте подписываться на мой канал. Готовьте с удовольствием!